Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиан. Ну что у нас, сегодня время пострелять, я буду целенаправленно собирать охотников, и также здесь есть гнездо Маморы. Я не буду керить Медузу, пусть это для вас будет загадка, но напишите в комментариях, кого же я буду кирить и кого я буду засовывать в гнездо Маморы. Сразу говорю, это не антимаг. По поводу того, почему я Медузу не буду туда засовывать. У меня есть на это объективные причины, это из-за того, что в игре есть такой противный персонаж, как антимаг. Не дай бог антимаг будет под воинами, охотниками, гритерами, троллями. Без разницы, короче, под каким он билдом будет, он присосется к моей Медузе и будет ее просто в пух и прах разрывать. Вот без единого шанса. Даже антимаг в двойку спокойно с ней справится и не оставит ей ни единого шанса, несмотря на то, что она будет в тройку. Ух ты. Ничего себе. Так это реально время пострелять? Два охотника на втором раунде. Обалдеть. Вот это да, вот это шик. Так, охотника выставляю расширенного пула. У меня есть своя стратегия на текущую катку, и я ее вам сейчас немножко заспойлерю. Я буду брать 6-й, либо же 7-й уровень, выходить в максимальный инкам. При этом максимальная экономия хп постараюсь, естественно. Ну, постараюсь сэкономить хп, так правильнее будет звучать, а то я как-то по-дурному сказал эту фразу. Вот, но, ого. О, так я Мирана продам, мало ли мне сейчас охотник-зверь в двойку придет. Почему нет? Хотя на самом деле и Мирана могла в двойку прийти на следующем раунде. Ну ладно, короче. Все, берем мы на скорость атаки, естественно. Клевер мы по-любому этот берем, потому что это имба. Вдруг кто не знает, то на охотников это самая лютая шмотка, которая только может быть даже лучше, чем скорость атаки, потому что она увеличивает шанс срабатывания синергии охотников. Но это вдруг кто не знает. Но самая мастхевная шмотка, вот это вот клевер, это в синергии кунг-фу. Это прям то, что доктор прописал под кунг-фу, потому что вся синергия кунг-фу, она будет увеличиваться даже в лейте. Ну, у охотников это стабильно, а там даже в лейте будет такая ситуация. В общем, какая у меня стратегия? 5-й... Ничего себе! Вот это заявочки. Маска берсерка на 3-м раунде. Обалдеть. Единственное, что мне может вот еще больше обрадовать, это, наверное, снайпер сейчас в двойку на следующем раунде. Это то, что меня дичайше обрадует. Или Тракса в двойку. Но лучше, конечно, снайпер, наверное. Хотя и Тракса тоже прекрасно смотрится. Ой, короче, не знаю. Не знаю, будем смотреть, что будет приходить и от этого отталкиваться. Так вот, объективный, ну, по поводу Медузы вы уже поняли, Медузу нет смысла как бы собирать именно через гнездо Маморы, пока что есть антимаг, потому что, ну это реально кринж. Пока ему КД на способность не ведут, Медуза в тройку не справится с антимагом в двойку. Ну это как бы понятно. Вот, какая стратегия? 5-й, 6-й, 7-й уровень, вот где-то вот такой вот. Ну, на самом деле даже лучше 6-й, чтобы я мог просто поставить 6 охотников и больше уровень не брать. Беру 6-й уровень, даже можно не брать 6-й уровень. Снайпер это отлично. Может на следующем раунде мне все-таки снайпер придет, а? Вот. Кстати, 5-й раунд у меня 2 снайпера. Ничего себе. Ладно, я отвлекаюсь. Слишком сильно отвлекаюсь на то, чтобы вам не рассказать информацию по поводу каточки. Беру, ну не беру 6-й уровень, естественно. Максимально много денег делаю. Надеюсь, что на 10-м уровне у меня уже будет бруда, и у меня будет гнездо Маморы. Вот, скажем так, такая фигура и такая реликвия. Вот это два самых важных фактора, которые мне необходимы в этой катке. До 10-го раунда пусть мне придет бруда, и на 10-м пусть придет гнездо Маморы. Если этого не падает, то я надеюсь, либо будет сумка Пандамена, либо же будет у меня гоблинские награды. То есть вот эта вот реликвия на награда гоблинов, которая дает на 80, на 80 монет максимально свой бонус. Вот это будет вообще прям must have. Так это реально время пострелять? Так, панда, иди в баню, я тебя продаю, беру уровень и ставлю 2 абадонов. В 2 абадонов я больше верю, нежели в тебя. Я думаю, все прекрасно знают, почему я в него не верю, а верю вот в 2 абадонов больше, нежели вот в эту панду. Вот, 80 плюс монет, если это будет награда гоблинов у меня, либо же сумка пандамана и 50 плюс, короче, 50 плюс монет, максимальный инкам, и будем собирать тройки.
Соберем максимально много троек и будем уже от этого отталкиваться в уровень и переходить, соответственно, в другие билды. То есть, если будет против меня, естественно, воины, я буду собирать ведьмаков. Если же будут кто-то другие, то, соответственно, я буду 9 охотников ставить, если это будут не воины против меня. Если же это будут гритеры, то царство мне небесное, потому что я против них никак не спасусь, особенно если там будет антимаг, либо Манки Кинг в тройку через гнездо Маморы по закону подлости. Потому что, ну, я знаю эту тему. Вот серьезно, я знаю эту тему. Как бы кто что ни говорил, но... Ну понял. Ну еще раз. О, и еще раз, конечно. Удивлен? Ни грамма. Я ни грамма не удивлен, что именно так сейчас произошло. Хотя на самом деле, если бы не было вот этого оцепенения, то я бы его вынес. Но если бы ДКБ, во рту бы росли грибы. Вот есть такая поговорка. Поэтому имеем то, что имеем. Надеюсь, серьезно, на 5 уровне Манки Кинг под гритерами. Хуже может быть только то, что ты найдешь себе гнездо Маморы на 10 раунде. Я надеюсь, ты его не найдешь. Я молюсь богу рандома, чтобы ты его не нашел. Молюсь. Не дай бог ему упадет сейчас гнездо Маморы. Все, это будет потеря-потери. Я проиграю. Тут уже можно со старта говорить, что я проиграю. Единственное, наверное, что меня спасет, это когда будет против меня гритер, вот этот вот с Манки Кинг. Хотя меня ничего не спасет. Даже синергия Киры меня не спасет. А кто меня может спасти? Но только если я тоже найду Манки Кинга, соберу его через гнездо Маморы в тройку и возьму мантию у короля. Хотя на самом деле, если там будет гритер, то без разницы. Он меня просто будет держать в вечном стане, в вечном контроле. И просто не даст даже продохнуть мне. Ой, да и в баню, короче. Наслаждаемся игрой, наслаждаемся каточкой и плевать на все. Просто время пострелять. Кстати, у меня вопрос к подписчикам. Подписчикам, зрителям, кто просто зашел на канал и сейчас слушает вот именно эту фразу. Вам бы хотелось увидеть вот в конце ролика, вот знаете, как в старых фильмах Джеки Чана, да даже, по-моему, в текущих фильмах Джеки Чана, там, где в конце показываются неудачные дубли вот каток. Вот хотели бы вы такое увидеть? Я думаю, это было бы забавно вам показать, вот сколько попыток у меня ушло на один ролик. Я думаю, это было бы прям то, что доктор прописал. То есть, почему я задумался об этом? Потому что, ну, кастани ты свой отхил, ты! Кусок бревна недоделанного. Да. Понимаю. Понимаю. А 6 охотников будет сегодня? 6 охотников выйдут погулять? 21 монета, 91 хп, и все это на 9 раунде, как вишенка на торте. Угу. Знаете, я орну, если я на 10 раунде проиграю мобам с таким столом. Я орну дичайше. Кстати, тут, походу, будут жрецы. Но, слава богу, в этот раз и медальон не скипал. Он мне даже не упал, этот медальон. По закону подлости этот медальон ко мне не придет вообще. Ну, посмотрим. Я все-таки верю в лучшее. Верю в лучшее. Мы всегда все на позитивчике, поэтому, ребят, верим в лучшее. Дай бог, медальон придет. Молимся всем богам, чтобы медальон пришел. Ну, кстати, я, наверное, продам одного охотника, вот этого зверя. Он как-то в двойку даже не захотел прийти, он его вдвоем они пришли со старта и все, и чилит себя. Чисто братья-выдры. Близнецы-выдры. Так их назовем. Я, наверное, даже его с расширенного пула уберу. Он, конечно, прикольный, но он такой бестолковый. Намного вот лучше будет Мирана. Хотя, если не играть через ведьмаков, то выдра это то, что доктор прописал. Потому что, по идее, можно сделать 4 зверя, 6 охотников. Вот прям то, что доктор прописал. Вот, кстати, Бруда, не будет ли ее ошибка керрить? 40% мясов, это вроде бы как бы, ну, так себе. Раньше было больше. Раньше было 100% мясов на способность и чилил, но там была мана. Почему я выбрал, кстати, вот Бруду, я не объяснил. Сейчас, подождите, дайте я посмотрю, насколько... А, не, нормально, я затащу. Отлично. На мгновение мне показалось, что я сейчас проиграю мобам. Неплохое такое усиление, такое мне нравится. Давай раннюю Траксу в тройку, а? Это будет то, что доктор прописал. Что по реликвиям?
Ну, рандомить я не хочу, поэтому я бы возьму гарант, возьму награду гоблинов, буду делать 80 монет. Сейчас выйдем в инкам 60 монет, потом я заюзаю эту реликвию, и после этого я буду выходить в 80 монет. Выйду в 80 монет, и у меня будет максимальный бонус к монетам. Я буду получать по 18 монет за раунд, если я не ошибаюсь. По 18 монет за раунд. Опа, гнездо Маморы. Так, это меня не радует. Что ты там хочешь собрать себе под гнездо Маморы? Пока не ясно. Окей. Окей, пока что не ясно. Хорошо. Как вы надоели мне цепочку кидать моего снайпера? Можно от него отдолбаться немножечко? Пристали к моему снайперу. Ну, что, медом намазано или что? Если бы снайпер в оцепенении не постоял, я бы еще выиграл этот раунд. Ну, то чё ж ты так мне жестко идешь? И Трентуха так жестко идет. Хм. Хм. Я бы, наверное, его собрал в двойку. Но нет. Но нет. Я бы даже его в тройку собрал, но нет, я этого делать не буду. Если бы я собирал, наверное, то я бы собирал Жрицу Света. Она как намного больше и хилит, соответственно. Ну и, конечно, не живет. Не такая живучая, как Тренд. Но она хотя бы хилит намного больше. Вот ее бы я в тройку собрал бы чисто как стенку. Она как стенка, я думаю, будет здоров, будет тащить. Не знаю, я, наверное, эту выдру выкину. Ой, там луна в двойку. Красивая, кстати, у него луна внешка. Я тоже себе такую хочу. У меня, в принципе, есть... Нормально он так мне жопу разорвал. Обидно. Блин. А вот было бы у меня сейчас гнездо Маморы. Я бы мог эту бруду закинуть, и она бы у меня ранее керри была в троечку. Ну, естественно, если бы пришла. Потому что в прошлый раз, когда я закинул в гнездо Маморы, мне персонаж пришел на 30-м раунде в тройку. Это такой кринж был. Когда у моих противников были на 19-м раунде уже несколько керри в тройку, то у меня была бруда, точнее не бруда, а медуза в тройку на 30-м. Но это когда я записывал охотников. Благо, хотя бы чел нашел антимага, и у него нету реликвии Маморы. Была бы у него реликвия Маморы, я бы тут, ну, мягко говоря, был бы в шоке. Пока что он мне как-то не очень грозный персонаж. Что-то мне не нравится каст у Бруды способности. Какой-то он слишком долгий. То ли мне кажется, то ли в действительности у нее какой-то каст очень долгий. Наверное, придется маску Берсерка отдавать Бруде, чтобы она не кастила эту способность, иначе она слишком много времени будет терять между тычками. 6 охотников, спасибо. На 13-м раунде я собрал 6 охотников. Ребят, оцените от 1 до 10, насколько импактово это было. То есть, не импактово, а как это правильно сказать? Подождите. От 1 до 10 оцените сейчас... Ай, короче, не знаю, придумайте сами. Просто оцените от 1 до 10. Можете, соответственно, написать комментарии. Оцениваю такое-то, такое-то от 1 до 10. Но в целом, чтобы оно отталкивалось к моему везению, то, что на 13-м раунде у меня 6 охотников. По сравнению вот с обычными лобби, которые вам попадаются. Когда там охотники на 5-м раунде уже фул. И несколько двоек, естественно. Куда ж без них. В самом деле у меня есть несколько вариантов развития событий. Если придет мне... То есть я сейчас соберу несколько троек, естественно, потому что сейчас буду в деньгах сидеть по максимуму. Соберу несколько троек. Ну, наверное, штуки 3-4. Вообще желательно все тройки собрать, чтобы не париться. И чувствовать себя более-менее уверенно. Ну, кстати, я буду Мирану собирать вместо этой выдры. У меня сейчас, кстати, 62 монеты. И time to use реликвия. Я, кстати, сделаю как-то такую расстановку. Я надеюсь, сейчас мои милишные фигуры не будут перепрыгивать, потому что у меня охотники не должны никуда там перепрыгивать, кого-то бить другого. В идеале, чтобы мне сейчас на этом раунде упала либо гномья брошка, либо же Мьёльнир. Вот это в идеале. Там чел, кстати, 10 винстрик имеет уже. Играет, по-моему, через гритеров. Нормально так, нормально, отлично. Никто никуда не прыгнул, все четко сидят, стоят.
Вот я хочу ВР-ку собрать в тройку, но не будет ли это ошибкой? По идее, она довольно-таки сильно кастует свою способность, это первое. Второе, она снижает броню. Но когда я буду играть через ведьмаков, от нее будет толку так себе. То... Ай, ладно, не буду говорить. Сглазю, не дай бог. Но скажу все равно. Даже если сглазю. А, он на троллях играет. Интересно. 10 винстрик на троллях. Людей собрал. Интересненько. Людей же в этом патче переделали. Они теперь по-иному работают. Сейчас дайте проанализировать мне ситуацию. Ага, вот это вот плохо, конечно. Там чел будет играть через богов-жрецов, поэтому мне 100% нужно будет находить медальон. И, кстати, мне довольно-таки неплохо повезло. Мне на этом раунде упал и Мьёльнир, и гномья брошка. Но я возьму гномью брошку, так как это мой дамаг. Это мой дамаг. Чем дальше они будут стоять, тем, соответственно, снайпер будет сильнее лупасить их. За каждую клетку там, по-моему, 10% урона ему будет накидываться. Поэтому это одна из имб. Угу. Ну не... Ты глянь, как мне приходит Тракса. Это нечто. Жалко. Фаркоп прервал победную серию 9. Не нравится мне то, что он прерывает им победные серии. Он играет через воинов, и моя стратегия, скорее всего, пойдет прахом. Пойдет прахом, потому что если он соберет себе 9 воинов, а у меня не будет нужных предметов, то он своими воинами, забакапорит мне все. Хускара в тройку делаю через гнездо. Прикол. Необычненько. Необычненько. Но топ-1 меня, конечно, смущает. Ну-ка, ну-ка. Заберу я у него винстрик. Давайте проверим. Нет? Серьезно? Нет? Давай, давай. Чуть-чуть. Мне так мало. Ну так чуть-чуть осталось с него забрать винстрик. Обида. Ничего себе мне Тракса идет. Обалдеть. Блин. Я и жалею одновременно. И не жалею то, что я рыльнул сейчас. Во-первых, я себе жестко усилил стол 2 фигурами. Ну как усилил стол? У меня почти Тракса в тройку. У меня будет ранее Тракса в тройку. Ты что она будет разрывать? Единственное, что она будет не разрывать, это вот этого вот молодого, который будет на воинах играть. Вот это вот точно не будет разрывать. Тут вообще непонятно, что собираются. Какие-то гоблины-мехи непонятные. Ну, как только у меня будет несколько троек, там мы поговорим с тобой, молодой. Время пострелять. Обалдеть. Ничего себе мне так жестко идет. Челу 2 панды упали, обалдеть. Но мне не нравится то, что он на винстрике там идет. Вообще не нравится. Короче, я буду делать несколько троек, смотрите. Брода у меня будет через гнездо Мамора. Надеюсь, на 20-м раунде упадет мне гнездо Мамора. И надеюсь, к 30-му раунду все-таки гнездо Мамора у меня принесет бруду в троечку. По крайней мере, я этого очень хочу. Так, это жрецы. Ну, пока что еще не жрецы, окей. Ничего себе, между глаз мне как зарядило. Лина, успокойся. Тахаре, алло. Давай, 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 давай. Пим. Прикиньте, Лина в последнюю микросекунду успела закасить свою лагуну. Муэрту я не буду собирать. Ну, она как бы прикольная, и на самом деле, возможно, я делаю ошибку, то, что я ее сейчас не собираю, но не хочу пока что ее собирать. Пусть у меня будет Мирана, ВР и тому подобное. Хотя, вот напишите в комментариях, ошибка ли это не собирать Муэрту или не ошибка? Как по мне, ну, не особо это даже и ошибка.
Хотя можно было бы на самом деле собирать именно Муэрту, поставить еще коня вот этого в тройку, потому что это отличная стенка будет. Не знаю, мне кажется, это не ошибка. Я как-то особо в Муэрту как бы верю в охотниках, ну... Ничего себе. А можно сейчас Тракса в тройку? Давай. Да, стоп. Вот так. Вот так. Давай, Тракса в тройку. Тракса в тройку. Ладно, через яйцо ее апну. У меня будет жесткое усиление со старта. Так, Тракса 3 звезды. Замечательно. Все, отлично. Я доволен. Я доволен, я наныл себе улучшение. Точнее, усиление. Так, гнездо. Сюда. Так. Я, наверное, выйду сейчас из инкама, потому что мне нужно найти одного охотника. 2 охотника уже в двойку, обалдеть. О, отлично. Наныл. Фух, хотя бы немного из денег. Хотя бы не сильно много из денег вышел. И, кстати, зеркало я дам Траксе. Палочка, отлично. Скорость атаки нам лишним не будет. Криты... Криты я, наверное, снайперу отдам, а вот Траксе я закину палку. Пусть у нее будет намного больше скорости атаки. Так, ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Сейчас будет контент. Так, ну-ка поехали, Гритер. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Я думаю, чел там удивлен немного, то, что у меня Тракса в тройку. Нормально так Тракса наваливают. Неплохой такой керри. Я доволен. А вот это плохо. А вот это жуть как плохо. У него уже жрецы там. Меня это явно не радует. Ну ты серьезно, еще и вертолет ты вытащил с гнезда Маморы. Серьезно? Ну тут Хускара как-то я не особо боюсь. Я боюсь чела, который играть будет через гритеров. У него, во-первых, вертолет. Во-вторых, у него Манки Кинг уже в гнезде. Вот, давайте так. Напишите мне в комментариях, на каком раунде родит у меня Бруда, а на каком раунде родит у него Манки Кинг в тройку. Вот кто быстрее? Вот как вы считаете, он или я? Я ставлю ставку на него. Так, отлично. Тут я жреца вынесу без единого шанса. Просто разорвал. Просто так. Так, жрец пока что для меня не помеха. У меня есть Ничего себе. Так, ну пока что будем апгрейдиться. Потихонечку, понемножечку. У меня скоро будет снайпер в тройку. Отлично. Надеюсь, у меня будет, знаете, 6... Ну, ладно, мне надо не особо 6, мне надо 5 охотников. Ну, короче, мне надо 6 охотников минимум в тройку. То есть это будет Бруда, это будет снайпер, это будет Тракса. Мирана 50 на 50, она мне не нужна и не особо, но пока идет, собираю. Почему? Ну, за одну монетку стоит. Одну всего лишь монетку стоит. Меня смущает вот топ-1 жестко. У него в гнезде Мамори находится Манки Кинг. У него есть антимаг, у него есть Doom с гримтачем. Отлично. Хорошее сочетание на самом деле, потому что Doom накидывается и минус от хил, минус каст способностей. Так, слышь, Хекс не кастуй на меня. Не смей. Хорошо, встань и постой. Если бы сейчас он закастовал мой Хекс, то у меня бы Тракса сидела бы 1000 лет в Хексе. 23-й раунд ко мне пришел снайпер в тройку. Обалдеть. Ну, Медуза, кстати, это хорошо. Эмти покинул игру. Выпало 3 предмета. А, он, скорее всего, вылетел, тю. Я думал, просто так ливнул. Конечно, просто так чел ливнет. Ага. Поставлю Медузу. Воина уже там зверь появился. Воин... Ну, у него хотя бы 6 воинов, это меня радует. Пока что у него 6 воинов, я его особо не боюсь.
Эти 6 воинов это слезы. Снайпер, давай, настреливай. Чисто накидывай своей солью. Вот это слезы, а не урон. 1400 урона у Траксы. Понимаю. Угу. Кстати, у меня же закончилось только что действие Гоблина. Награда Гоблина. Можно и паролиться чуть-чуть. Хорошо, отлично. Так, у меня есть 3 фигуры в тройку. Осталось немножко, и у меня будет 4 фигуры в тройку. Я надеюсь, конечно, что мне в скором времени придет ИВР-ка в тройку. Очень надеюсь. У меня будет тогда 5 фигур в тройку. Это прям будет топчик. И я, наверное, в скором времени уже начну себе брать уровень. Мне нужны ведьмаки, потому что там 9 воинов. Давай, придите, Мирана. А можно так всегда будет, а? Я, кстати, ну, остановлюсь пока что. Я не буду ролить дальше, потому что, ну, ВРК это не особо важный для меня персонаж. Да, он дает контроль, там все дела, урон такой. Ну, короче, не особо важный для меня персонаж. Все важные персонажи я сейчас собрал. Плюс у меня бруда сейчас еще растет. Мне главное сейчас взять максимально быстро уровень. Вот это да. Не хочу орать в микрофон, потому что вы оглохнете. Я, кстати, наверное, волшебное зеркало отдам Траксе. Хотя урон дает, как-никак, это волшебное зеркало может стоить и оставить. Лина в тройку. Ничего себе. Ну, это, кстати, прикольно выглядит. У него, получается, боги-жрецы плюс Лина в тройку, которая будет нон-стопом кастовать свою лагуну. Это прям реально прикольно выглядит. Это мне не надо. Не повезло чуть-чуть. Ой, как не повезло чуть-чуть. Мне нужен медальон 3-го тира. Ой, медальон 1-го тира. Медальон 3-го тира. Мне нужен медальон 1-го тира. И, кстати, я, наверное, медузу скипать буду, потому что, ну, не особо я в нее верю. Так, снайпер, пошел накидывать. Дед еще может. У деда есть порох в пороховницах еще. Гляньте. Пошел чисто. Ра-т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 а. 9000 уроночек. Как-то маловато наносит. Что-то как-то дед, ну, сдулся немного. Серьезно? 3 из 9 на 27... В общем, ребята, если вы в небе увидите ярко сияющую звезду, знайте, это моя жопа горит. Ну хотя бы у чела тоже там Манки Кинг 3 из 9 имеет. Я уже думал, там Манки Кинг у него там 6 из 9, 7 из 9. Траксу, кстати, закинуть сейчас волшебное зеркало, потому что на иллюзии Траксы будет работать пассивка. Это, соответственно, больше скорость атаки, все дела и урон. Самое главное это урон. Чпуньк. Хекс в тройку. Хекс в тройку меня не радует. Это как-то так себе. 3500 урона Тракса. Нормально. Мне нравится. Чел без денег там сидит вообще. Чилится. Надо уровень брать. Надо брать уровень. Кстати, в катке же есть спектра. Может, повезет и спектра придет. Бог-жрец. Не, ну у него прикольно. Лина нормально будет так накидывать. Еще и с посохом 3-го тира. Честно, это максимально необычно. Прикольно Лина у него выглядит. Надо будет взять на заметку такую Лину. Вот именно под богами с жрецами. Это будет реально прикольно. То есть Лина по КД накидывает будет свою лагуну. Логину, хотел сказать. Ёлки-палки, вот это там воин. 2 тройки, зверь, Хускар. Ну, Хускар, ладно еще. Вот эти вот 2 тройки меня, конечно, немножко вводят в замешательство. Так, Гриттер. Но пока что этого Гриттера я выношу. Пока что. Лагуна чисто в лицо по всем, нормально. Ну, как по всем. По Траксе и по снайперу. Ой, ну, короче, в основном по Траксе. Поэтому я особо не ощутил этого прихода.
4 из 9. Вот это... Мне показалось, там еще воин собрал себе Хускара в тройку. Хотел обрадоваться на 120%. Слышь, чел, а как ты это сделал? Там 5 из 9. Я понял. Биооружие готовится. Я больше в шоке с того, что там чел нашел себе шамана в двойку на 9 уровне. Серьезно? На 9 уровне нашел себе шамана в двойку. Сильно. Кто-то сейчас бы написал мне в комментариях: а чё ты жалуешься? Ты видел свой стол? Я-то свой стол видел. Но я его кровавыми слезами заслужил. Я его наныл. Ух ты, 2 цветки. Цветка в двойку? Ничего себе. Так, это жрец. Ой-ой-ой. Лина, а ты не хочешь пойти в 5-ю точку? Вы видели, она точным выстрелом только что по снайперу закинула. Мне нужен срочно медальон. Блин, я вышел из инкама, это плохо. Я в шоке с того, какой там тролль-шаман. Там жесть, какой тролль-шаман. Во-первых, у него 6 троллей, во-вторых, у него 3 шамана. Как он... Кому он молился, чтобы найти такой себе стол? Мало ли того, что у него еще тролль 5 там пришел. Не дай бог, он его в двойку найдет еще. Так, медальончик, отлично. Мейн-керри я защитил. Мне нужно как минимум еще парочку медальонов. Как минимум мне нужна парочка медальонов. Мне нужно мейн-фигуры защитить этими медальонами, чтобы я чувствовал себя в максимальной безопасности. Я в шоке, какой там тролль-шаман. Хотя мне его особо, я думаю, нет смысла опасаться. Единственное, что он там себе горн доставляет иногда. То есть я немного буду времени тратить на этот горн. Как минимум это 30 выстрелов. Хотел сказать 300 выстрелов. Ну ладно, пока что у меня есть, во-первых, время из-за того, что у меня есть хп. Не было бы хп, это было бы максимально грустно. Так, что мне реликвия сейчас принесет? Ну-ка, ну-ка. Ну, метаморфозом, в принципе, неплохой предмет. Могу себе немного хп сэкономить. Если буду сейчас выигрывать раунды, то я, в принципе, себе довольно-таки много хп могу. 6 из 9. Ребята, я на 20-м раунде закинул бруду в эту гнездо Маморы. В это гнездо. Ну ладно. Черт с ним. Расслабляемся и получаем удовольствие. Главное на шпагат не сесть. Для получения максимального комфорта и удовольствия. А, у него хотя бы 5 из 9. Вот тут у него просто обычный Манки Кинг уже в двойку. С бессмертием. На самом деле, вот он нашел себе бессмертие, и это жестко. Кто вдруг не понимает, почему это жестко, я сейчас постараюсь объяснить. У Манки Кинга, когда... Вот, допустим, я вынес этого Манки Кинга, да? Окей. У него 56 хп. Окей, я ему там посношу, ну, не знаю, какое-то энное количество хп. Так, ну-ка, давай. Что это у тебя за такая... Ну, нет. У него еще и шаман в тройку заспавнился. Серьезно? Еще и собака расплодилась на последней секунде. Серьезно? Ты меня вынес секунду назад. Ты не мог мне расплодиться? Чертов волк. Мне, кстати, надо немного поролиться, чтобы найти себе ведьмаков. Там воин уже ужасно огромный. Мне этого воина надо... Ну, юзну эту реликвию уже, плевать. Вряд ли я буду побеждать. Во-первых, там воин огромедный. Надо поролиться немного. Так, ТБ я нашел, Вингу я нашел, волшебников нашел. Мне теперь нужен антимаг. Либо антимаг, либо спектра. Один из двух мне точно нужен. И дальше я буду брать уровень. Ну давай, ну только не скажи, что я все деньги сейчас сролю на тебя. Давай. Короче, вот этот Манки Кинг, если он соберется, не дай бог, в тройку, а он соберется когда-нибудь у него в тройку, он только его соберет в тройку, вот видите, вот это вот бессмертие 3 секунды. У него неплохие там предметы. Вот с этим бессмертием 3 секунды он может спокойно меня взрывать своим этим Манки Кингом. Вот эти вот 3 секунды это огромное количество времени. Ну давай.
Ты издеваешься надо мной? На последние деньги нашел. Знаете, в чем сейчас вопрос? А переживу ли я следующие вот раунды сейчас? Успею ли я сейчас себе сделать количество денег в достатке, чтобы взять себе уровень 10? Успею ли? На самом деле я могу продать 2 бруды. У меня одна бруда растет, там подкармливается нормально. Хочу ли я продать эти 2 бруды? Так, воин сейчас пришел. Ну, я проиграл здесь воину. Слишком мало урона у меня. Да, продаем, короче, 2 бруды. На одну монетку плюсом будет. Больно. Минус 19. Минус 19. Интересно, на каком раунде у меня апнется Мамора? Уже 34 раунд. На секундочку. Мьёльнир это хорошо. Мьёльнир это отлично. Чем больше скорости атаки, тем, естественно, больше шанс срабатывания синергии охотников. Все, 20 монет у меня есть. ВРки у меня нет. Не хочет идти пока что, ну ладно. Надеюсь, хотя бы на 35-м раунде у меня будет уже бруда в тройку. Хочу ее попробовать закерить. Надеюсь, она выручит меня из этой ситуации. Жесткий у него Манки Кинг. Но это пока что в двойку он. Бог-жрец. Ну, по сути... Не, ну мне по-любому нужны будут ведьмаки. По-любому, я думаю. О! 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 Бурда. Я тебя так долго ждал, ты мое солнышко, мое золотце. Не знаю, я, наверное, продам все-таки Мирану. И сейчас я буду керить Бурду. Вот ей шмотки пока передам, пусть у нее будет маска 2-го тира. Какой мне нужен предмет с 4-го тира? Желательно, конечно, БКБ. БКБ меня защитит от стана на некоторое время. То есть от любого контроля защитит меня на некоторое время. То есть у меня будет время, чтобы я смог снести Манки Кинга. Но это не будет работать против тюрьмы Манки Кинга. Тюрьмы Гриттера. А мантию можно взять. Почему нет? Мантия сейчас даст мне чистый урон. $52 монеты надо. Где мне их взять? Там жесткая Лина. Не знаю, сможет ли Бурда у меня затащить этот стол противника. Хотя там 7 из 9. Зевс. Ладно, пока придерживаемся плана. Будем делать ведьмаков к охотникам. Как-никак, это чистый урон, плюс надбавка там будет от демонов. За каждого демона точнее. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бэм-бэм. А чё? А чё с его хп только что было? А ты... Вы поняли прикол? Прошло время контроля жреца. По итогу он выигрывает раунд. Потому что мои ребята не сбросили с себя контроль каким-то чудом. Ну спасибо хотя бы не на все лицо мне сейчас дали. Хоть за это спасибо. Но буду объективно честен. Это кринж. У меня сейчас 40%. Эх, все, ребята, это поминки. Это все. Там Манки Кинг в тройку. У меня жуткие проблемы. Этот Манки Кинг сейчас не даст мне продохнуть. Смотрите.
Они плохо бруда накидывают. Так, бог-жрец вылетел, отлично. Ну, хотя бы тут 2 занял. На самом деле, я не знаю, я, может быть, и жреца бы тоже затащил. Может быть. Хотя не уверен. Но, как мы видим, я занял тут 2 уже, как минимум. Ну, тут, не знаю. Возьму маску, наверное, чтобы отхила было больше. Я в любом случае Манки Кинга не смогу адекватно перебить, даже если у меня будет бессмертие. Даже если будет у меня криты. Хотя, на самом деле, бессмертиями, наверное... Не знаю, надеюсь, я ошибку не совершил сейчас, что взял маску 5-го тира. Я ж просто не выхожу из контроля Гритера, из этой тюрьмы. Спектра. Не, ну спектра это неплохо. Так вот сделаю. Вместо венки поставлю. Стреляй, бей, бей, бей! Бруда, бей! Не, боже, а вы видели? Короче, по-любому нужна маска 2-го тира на бруду. По-любому нужна маска 2-го тира на бруду. Она слишком долго кастует свою паутину. Там чуть ли не секунда времени этого каста. Вот обратите сейчас свое внимание на это. Ну, вот этот вот крапивной воин, это прям то, что доктор прописал. Не, гнездо Мамора не имба. Запомните. Гнездо Мамора это не имба. Ни в коем случае это не имба. Я думаю, уже плевать. Ну, возможно, если бы я, наверное, сделал керри снайпера, что-то сейчас и было бы. Но не хочу делать керри снайпера. Ну, мне кажется, это будет еще хуже, чем будет бруда. А, он еще и Манки Кинга туда закинул. Понимаю. Ну все, крапивной воин, иди сюда. Раз стан, 2 стан, 3 стан. От Гритера тоже стан. Не, наверное, все-таки лучше бы я снайпера сейчас сделал. Небольшой шанс бы, но у меня был. Вот небольшой, вот такой вот крохотный шанс бы у меня был. Не знаю. Я думаю, все-таки совершил ошибку, что закилил бруду. Надо было еще попробовать все-таки, может, антимага собрать в двоечку. И антимага закирить. У меня все-таки мантия упала. Может, Манки Кинга, если бы закирил. Короче, не знаю. Вот гнездо Мамора это прям лютая руина. В большинстве случаев. Ну, тут отдам должное. Хороший, сильный гритер. Стабильный, сильный гритер. Мои охотники, к сожалению, этого не оценили и не вытащили. Ну, так бывает, так бывает. Эх. Ну, и боги-жрецы это, конечно, то, что доктор прописал. Я вот несколько видосов записал с богами-жрецами, и теперь я в каждой катке их наблюдаю. Собирался против воина, но по итогу воин вылетел от бога-жреца. Но уже было поздно куда-то перестраиваться, у меня не хватило ни средств, ни времени, ни хп. Слишком много я получил в нескольких раундах. Там я за несколько раундов получил по минус 20 несколько раз. Это прям обидно. Ну, в принципе, у меня даже здесь добавить и нечего. Возможно, стоило реально мне делать про запаску Манки Кинга и там молиться на то, что мне упадет мантия короля. Но тоже это деньги, а там был воин, и не дай бог бы воин пережил бы бога-жреца и вынес бы этого бога-жреца, потом пришел этот воин ко мне и, скорее всего, мог бы мне накосылять по лицу. Короче, давайте так. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я хочу сказать следующее. Соберет этот ролик 50 лайков, я выпущу ролик. Это Керри Свен через драконов и ведьмаков. Много кто просил про этот билд, поэтому, ребят, 50 лайков, и я выпущу этот ролик. А так, всем спасибо за просмотр. Не забываем оставлять свои лайки, комментарии обязательно по поводу того, что думаете по поводу этой каточки. И подписаться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!